Здравствуйте. Китайский скутер начал сильно дымить, и произошло это сразу на ходу. Так как подозрение на неисправность поршневой группы, нужно снять два ящика под сиденьем. Чтобы добраться до маленького, нужно открутить вот эту накладку. Дальше откручиваем 4 болта клапанной крышки. Выкрутим 2 болта и достанем натяжитель цепи. Снимаем кожух вентилятора, чтобы выставить поршень в верхнюю мертвую точку. Совмещаем вот этот вот выступ с буквой Т на вентиляторе. Это и будет верхняя точка. Чтобы снять распредвал, откручиваем 4 гайки. Гайки редкие, на 7. Важно их не потерять, так как потом будет трудно найти. И аккуратно снимаем цепь с распредвала. Одной рукой мне это делать неудобно. Нужно подковырнуть отверткой. Когда сняли цепь, важно ее не дергать, чтобы она не слетела с коленвала. Будет очень сложно ее потом накинуть обратно, не разбирая мотор. Выкручиваем свечу. Впускной коллектор и еще 2 болта на цилиндре. Отсоединяем глушитель. Все отсоединили и вытаскиваем клапана.
Следом будем вытаскивать цилиндр. Одной рукой мне это делать неудобно, так как второй снимаю. Придется отжать отверткой. Мешает натяжитель. Но нет, вроде пошел. Прежде чем снять поршень, нужно заткнуть отверстие, чтобы туда ничего не залетело. И снимаем здесь стопорное кольцо, а с другой стороны будем выталкивать палец. Вот так оно выглядит. Основных способов проникновения масла в камеру сгорания два. Это или через клапана, или через цилиндр поршня. Можно проверить на герметичность клапана, залив во впускной и выпускной коллектор немного бензина и посмотреть, будет ли тут просачиваться. Но я этого делать не буду. Я буду снимать клапана. И после того, как посмотрю состояние маслосъемных колпачков, клапана буду притирать. Чтобы очистить от нагара, воспользуюсь вот таким баллончиком. Он хорошо размягчает маслянистые отложения. И нужно выждать какое-то время.
Далее буду снимать клапана. Для этого нужно подходящая по размеру трубка или трубчатый ключ. Вот таким резким ударом выбиваем сухарики. Проверяем, не болтаются ли они в направляющих цилиндра. Вроде нет. И смотрим состояние маслосъемных колпачков. Насколько они эластичны. Ну, колпачки вроде бы еще нормальные, но я их все равно буду менять. Так как они у меня есть новые. Клапана уже имеют выработку. Вот этот скос должен быть ровный. А тут есть ямочка. Это впускной клапан. Выпускной получше. Но у него тоже есть ямка. Нужно это сравнять. Каким образом, сейчас подумаю, в домашних условиях. Зажму в шуруповерт или в дрель и наждачкой или напильником буду выравнивать. Точил с помощью бруска для заточки ножей. Ну вот вышло как-то так. Притирать буду с помощью вот такой алмазной пасты. Зерно у нее от 28 до 80 микрон.
Здесь на кромку нанести небольшое количество по кругу. Вставляем. Такой силиконовой трубкой делаю удлинитель. И начинаю по кругу, поджимая, притирать. Притерли. И можно собирать. Поставлю новые маслосъемные колпачки. Надо что-то подложить под низ, чтобы они не выскакивали. Подложу кусок изоленты. Вставляем в тарелочку сухарики. И также ставим второй. Залил в выпускной, а теперь впускной коллектор растворитель. И видим, что не протекает. Значит, будем считать, что головка отремонтирована. Следующий этап — это проверка блока цилиндра. Номинальный диаметр цилиндра 47 миллиметров. Сорок 46,8. Сорок 46,8. Ну, даем поправку на китайский штангель-циркуль. Процентов 5
будем считать, что цилиндр нормальный. Задиров нет. И нужно снять компрессионные и маслосъемные кольца для их проверки. Подцепить отверточкой или ножичком. Вот таким образом их нужно снять. Первое колечко будет более светлое, чем второе. Итак, сняли все кольца. И нужно замерить степень их износа. Для этого нужно вставить кольцо вот таким образом, где-то сантиметр-полтора от края. И померить вот здесь тепловой зазор. Вот допуски. И видим невооруженным глазом, что здесь тепловой зазор около миллиметра. Я набирал из 3 щупов. Получается 0,95. И та же картина на остальных кольцах. Приблизительно около миллиметра тепловой зазор, что говорит о том, что кольца нужно менять. Да, ну и еще. Выработку цилиндра можно проверить пальцем между рабочим ходом поршня и входом цилиндра, чтобы не было перепадов. Здесь вот есть в одном месте, но незначительный. Так что будем считать, что цилиндр нормальный. Кольца, скорее всего, нужно будет ставить первое ремонтное, но это надо подбирать опытным путем. Есть первое ремонтное и вторые ремонтные. Первое плюс 0,25 к номинальным значениям. Вторые ремонтные плюс 0,5. Но я бы, прежде чем покупать, вставил и замерил. Так как я не мастер по ремонту скутеров, а ремонтирую свой, так что если есть какие-то замечания, дополнения, пишите в комментариях. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.